Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Все о выплатах в Украине». Сегодня поговорим о Казахстане, о беспорядке. Последние новости. Такаев сказал, что беспорядки в Казахстане связаны с подготовленными за рубежом боевиками. Нур-Султан 7 января. Казахстан сталкивается с вооруженным актом агрессии, организатором которого выступает подготовленные за рубежом преступники, считает президент республики Касым-Жомарт Такаев. Соответствующие выводы Такаев сделал по результатам анализа ситуации в стране, о чем написал на своей странице в социальной сети Twitter. Он написал, я цитирую: «Анализ ситуации показал, что Казахстан сталкивается с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и скоординированным преступниками и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны», говорится в сообщении. Также, дорогие друзья, массовые протесты начались в Казахстане 2 января на фоне резкого скачка цен на газ. Позднее демонстранты переросли в беспорядки, участники которых начали выдвигать властям и политические требования. В ряде казахстанских городов зафиксированы случаи мародерства. В СМИ ранее появилась информация, что экс-президент Казахстана Нур-Султан Назарбаев покинул пределы республики. Вместе с ним из страны уехали его дочери со своими семьями. Ну, как в свое время Янукович уехал с Украины, да, дорогие друзья, так и он. В принципе, если он, наверное, опасается за свою жизнь и за жизнь своих дочерей и семьи, наверное, правильно сделал, раз чувствовал, что будет очень плохо. Да, я общался с блогером с Казахстана, блогер-миллионник, дорогие друзья, вот он мне показал видео, прям с окна снял, как толпа людей, там очень огромная толпа, он в прямой трансляции с оружием в друг друга стреляют. Также он отметил агрессивность всех, что мародерством занимаются, люди очень агрессивно настроены, убивают, насилуют друг друга, грабят. Даже рассказал о том, что он выходил был на заправке, очень большая очередь была, заправил машину, ехал и видел, как с магазина вышел человек и вынес в руках большую плазму, телевизор, а сзади его прикрывал спину ему человек с автоматом, стрелявший по окнам мирных жителей, в простые окна, то есть по дому, по многоэтажке. Не знаю, дорогие друзья, как вы, что вы считаете, правильно ли это, потому что вот тут Россия послала туда, и не только Россия, Армения, да, и еще там страны, ряд стран, Белоруссия, естественно, вот, типа поддержку, миротворческие силы. Не знаю, что они там, жертв уже очень много, да, на самом деле, как вообще реагирует вся страна на это, все держат кулачки, все пытаются довести до сведения и записывают видеообращения к казахстанскому народу, мол, то, что мы с ними, то, что они наши братья, и желаем им, чтобы у них не получился, как у нас, Донбасс на Украине и так далее. Революция, может быть, конечно, и нужна, но не мародерство и ограбление, да, и изнасилование своих же женщин. Также отметил Такаев о беспорядках в Казахстане, что это так называемые спящие ячейки террористических организаций. Типа, мол, их закидывали, они там спали, считается, как в стране, типа, сидели до такого вот момента. Также там систематически отключается в Казахстане интернет, по всему Казахстану. Такаев отметил это тем, что эти ячейки террористические очень уверенно и хорошо, целеустремленно и направленно, стратегически управляют людьми. То есть, такая же ситуация, как вот в Беларуси, так само интернет отключали, а я считаю, интернет отключать нельзя. Видели, еще Такаев отметил то, что будет задерживать блогеров. Уже журналисты погибли, водитель из телеканала «Мир», российского телеканала, да, по ним стреляли. Много военных погибло. И вот это интернет, я думаю, лучше бы мне отключать, потому что потом они не докажут
Так хоть люди на видео снимать и потом будут доказывать. Но видите, в некоторых городах правоохранительные органы стали на сторону людей, народа. В разных городах. Где-то с полицией вступают в перестрелку и с миротворческими силами, а где-то чай пьют. Да, есть видеоролик, там где на машине кружечки с чаем, эти стаканчики пьют, нормально улыбаются люди с полицией чай. Вот, хотел бы вам пожелать, конечно, казахи, мирного неба над головой. Вы очень талантливые люди, сколько у вас талантливых людей. Да, и рэперы талантливые, и в общем талантливая нация и страна. Давайте друг друга не убивайте, живите